Как успешно пройти собеседование? Дорогие друзья, сегодня я дам вам 8 важных пунктов, благодаря которым, если вы пройдете по каждому из них, вы успешно подготовитесь к собеседованию, в итоге получите оффер. Обязательно смотрите это видео до конца, потому что каждый следующий пункт, он намного значимее и намного важнее предыдущего. Друзья, меня зовут Александр Дегтярев. На этом канале мы говорим о том, как сделать вам преуспевающую карьеру. Обязательно подписывайтесь, смотрите еще другие ролики про собеседование у меня на канале. Ну а мы начинаем. Итак, 8 важных советов. Друзья, самый первый пункт, самый такой важный, самый основной, который сохранит вам кучу времени, кучу сил, может избавить вас от большинства ошибок. Особенно те ребята, которые без опыта работы очень часто натыкаются на это. Обязательно проверяйте работодателя перед тем, как пойти на собеседование. Посмотрите информацию в Гугле. Забейте вот просто в поиске ООО «Рога и копыта. Отзывы сотрудников». Посмотрите, что пишут прошлые сотрудники о этой компании. Обратите внимание, есть ли там информация о белой зарплате, о хорошем руководителе, есть ли там информация о каких-то своевременных выплатах. Обратите внимание на команду, на коллектив, который там работает. Проверьте руководителей, какое там начальство, что там говорят сотрудники у руководителя. И как часто бывает, когда вас приглашают в какую-то компанию без опыта работы, говорят о том, что вы красавчик, и потом просто узнается о том, что это какой-то разводняк. Чтобы этого избежать, просто смотрите информацию о работодателе перед тем, как пойти на собеседование. Второй пункт. Оденьте одежду, подходящую под корпоративный стиль. Вы должны понимать о том, что каждая компания – это уникальная компания. У них там свой мир, свои команды, свои правила, свои традиции. И когда вот в эту команду приходит какой-то инопланетянин, работодатель сразу «до свидания». И чтобы этого избежать, можно просто у работодателя свободно спросить, какой у вас корпоративный стиль, какой у вас дресс-код. Третье. Покажите свою пунктуальность. Придите раньше времени. Сделайте так, чтобы у вас было время с запасом. Такое простое и вообще элементарное действие покажет вас, во-первых, с лучшей стороны. Во-вторых, у вас будет эмоционально спокойное состояние, будет возможность как-то подготовиться. И в-третьих, если что, у вас будет возможность пообщаться с какими-то будущими коллегами. Четвертый совет. Выбор есть всегда. Очень рекомендую вам заиметь такое состояние силы, состояние такого выбора, состояние контроля ситуации. Это когда благодаря тому, что у вас запланировано одно собеседование, второе, третье, четвертое. В случае, если у вас что-то не получится с этим, у вас возможность будет либо переговорить с этим работодателем и договориться на интересные для вас условия, либо просто пойти дальше и получить в итоге нужные у себя условия у другого работодателя. Пятый совет. Во время собеседования обязательно поддерживайте, транслируйте позитивную атмосферу, дружелюбную атмосферу. Показывайте свою доброжелательность, показывайте свою открытость. Чтобы проще было понять, вот приведу просто антоним. Не стоит говорить работодателю, а чего у вас такая зарплата низкая? А чего вы мне вопросы задаете? Это же вы меня на собеседование позвали. Наоборот, стоит поддержать позитив. Сказать о том, что, блин, ребята, вы реально классные, у вас классная команда, у вас классный продукт, у вас интересные задачи. Мне как раз таки эти задачи очень нравятся. Позитивные люди всегда притягивают. И компания с радостью наймет позитивного, вдохновленного, амбициозного человека, нежели какого-то там, да что мне это мне вообще не нужно. Шестой совет. Обязательно подготовься к собеседованию. Подготовься к вопросам, которые потенциально могут быть. У меня на канале есть прям целый плейлист с видео, где я рассказываю о самых частых вопросах, которые задаются на собеседовании. Обязательно посмотри его, вот подсказка, и подготовься к собеседованию. Седьмой совет. Во время собеседования мы говорим о рабочих моментах, о трудовых моментах, о каком-то трудовом опыте, а не о личном. Когда у вас спрашивают про ваши текущие планы, про планы на будущее, не стоит говорить о том, что вы планируете там путешествовать, о том, что вы там стремитесь стать, не знаю, там мастером спорта по всем видам спорта. Гораздо лучше будет сказать о своих там каких-то проектах, которые вы там ранее вели, о своем рабочем каком-то опыте. Либо, если опыта работы нет, рассказать о своем личном опыте, но как этот личный опыт поможет вам для достижения каких-то корпоративных целей. И восьмой совет, который вытекает из седьмого, который самый важный, самый ценный, это покажи свою ценность работодателю. Как ты подходишь, как ты будешь закрывать болевые точки. У вас есть возможность посмотреть описание вакансии. Это на самом деле очень много что дает. Посмотрите пул задач, которые вы будете совершать, и зону ответственности, которая будет за вами. Благодаря этому вы сможете понять проблемные зоны компании, в чем компания нуждается, потому что когда
человека нанимают, это означает о том, что где-то в каком-то бизнес-процессе какой-то недостаток есть. И вот эту болевую точку сейчас пытаются закрыть благодаря вас. А вот если вы как раз-таки подметите о том, что я вот когда-то в своей жизни делал то, это как раз-таки то, что нужно вам просто не будет равных и вас точно возьмут. Всем спасибо за просмотр, друзья. Обязательно оставляйте комментарии, какую пользу для себя получили. Пишите ваши вопросы, предлагайте идеи для следующих видео. Обязательно посмотрите другие видео про собеседование у меня на канале. А теперь внимание, друзья, для тех, кто решительно готов получить свою работу в ближайшее время. Специально для вас я подготовил интенсив. Смотрите описание к этому видео, потому что я там рассказываю, как вы в кратчайшие сроки сможете подготовить свое резюме, подготовиться к собеседованию и получить желаемую работу.